Наверняка вы видели разрисованные стены в вашей многоэтажке. Возможно, вы не догадывались, что это один из видов современного искусства, и называется он стрит-арт. И сегодня мы отправимся в царство стрит-арта, в одно из самых колоритных мест Израиля – город Хайфа. Этот город – настоящий взрыв контрастов и ярких красок. Здесь каждый уголок скрывает что-то необычное и интересное. В Хайфе причудливо переплетаются старина и современность, традиции и авангард. Древние кварталы с их лабиринтами узких улочек соседствуют с ультрасовременными высотками из стекла и бетона. Но самое запоминающееся – яркие граффити на каждой стене, которые превращают город в гигантскую палитру красок. Хайфа постоянно меняется и развивается. Каждый день здесь появляются новые идеи и интересные места. На прошлой неделе я окунулась в удивительный мир Нижнего города, который мало кто замечает. 100 лет назад здесь было море, а теперь искусственный ландшафт, созданный человеческими руками для углубления порта. Великобритания получила мандат на управление этими землями после Первой мировой войны, когда Турция потеряла свои владения. Им нужен был глубоководный порт для транспортировки иракской нефти. И Хайфа идеально подошла для этой цели. Британцы углубили акваторию порта, и теперь здесь можно видеть наследие тех времен. Граффити в Нижней Хайфе – это яркое и живое выражение городской субкультуры. Они оживляют заброшенные здания и заборы. Стены гаражей превращаются в яркие холсты, на которых местные художники создают свои шедевры. Превращают унылое пространство в настоящее произведение искусства. Мы видим динамичные абстрактные композиции, метафорические образы и портреты. Множество надписей на иврите и арабском, что придает этому месту особую атмосферу. По вечерам улицы наполняются музыкой и смехом, а разноцветные рисунки как будто оживают в свете фонарей. Так и тянет заглянуть за каждый угол. Эти граффити отражают культурное разнообразие Хайфы, где евреи и арабы живут бок о бок. Яркие стрит-арт-объекты стали визитной карточкой района, привлекают внимание местных жителей и туристов. Каждый раз, когда я думала, что уже ничто не может меня удивить, Хайфа преподносила новый сюрприз в виде потрясающего мурала или остроумной надписи на стене. Хотя граффити часто рассматривают как акт вандализма, в Нижней Хайфе они являются важной частью городской культуры и ландшафта. Когда-то считавшиеся неблагополучными районы постепенно превращаются в модные арт-пространства. Хайфа не на переднем крае этого движения, но все же не отстает. Множество известных муралов находится в районе Вади-Ниснас. Это один из старейших смешанных арабо-еврейских районов в Хайфе. Во время войны за независимость арабское население района покинуло его, и он долгое время оставался в запустении. В начале нового тысячелетия в этом историческом районе началось новое строительство. Здесь появились современные высотные здания, в основном офисы государственных структур и коммерческие помещения. Жилых зданий почти нет, но есть магазины, кафе и филиал Хайфского университета. А теперь давайте поподробнее рассмотрим граффити в Нижнем городе. Многие из них не только украшают некрасивые фасады, но и содержат забавные инструкции для прохожих. Здесь можно встретить работы группы Broken Fingers, известного коллектива из Хайфы. С момента своего основания в 2001 году его члены, когда-то просто группа мальчишек-одноклассников, активно работали на международной арт-сцене. Вот, например, стена небольшой гостиницы, украшена их работами. А здесь фантазии на тему поезда на Ближнем Востоке, рядом с железнодорожной станцией Хайфа Мерказ-Шмона. С одной стороны поезд, а с другой абстракция. Неподалеку портрет девушки с цветами в волосах, напоминающий работы знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало. Фрида Кало – одна из самых известных художниц XX века. Она известна своими автопортретами, которые сегодня стоят миллионы долларов. Ее картины можно увидеть в лучших музеях мира. И вот благодаря стрит-арту портрет Фриды украшает улицы Хайфы. Каждый год в Хайфе проходит фестиваль уличного искусства, где художники со всего мира создают новые граффити и муралы на стенах. Это способствует развитию стрит-арта в Хайфе. Благодаря обилию граффити город часто называют музеем под открытым небом. Здесь можно увидеть работы и местных, и иностранных художников. В
2015 году мэр Хайфы Йона Яхав легализовал граффити в определенных районах, что позволило художникам работать легально и развивать свои навыки. В Хайфе можно найти граффити в самых разных стилях и техниках, от простых надписей до сложных муралов и 3D-рисунков. Муралы – это огромные яркие картины, нарисованные профессиональными художниками на целых стенах зданий. По сути, это легальные гигантские граффити, которые превращают серые унылые фасады в настоящее произведение уличного искусства. В общем, муралы – это отличный способ оживить скучные городские пейзажи и придать им красок и позитива. Хорошо, что эта практика наконец-то приходит и в наши города. В Хайфе популярны пешеходные экскурсии, посвященные граффити, где гиды рассказывают об истории этого явления и показывают работы известных художников. Продолжаем наш маршрут в квартале Вади-Ниснас. Граффити на каждом шагу. Возможно, через 5-10 лет трущобы в Хайфе либо заменят на уютные районы, либо превратятся в арт-пространство. Если вы любите стрит-арт, то Хайфа просто рай для вас. Если вы хотите прикоснуться к яркому и энергичному искусству, почувствовать пульс современного Ближнего Востока, отправляйтесь в Хайфу. Здесь каждый закоулок – произведение искусства. Ради таких ярких впечатлений стоит приехать. Ну а я пока прогуляюсь по немецкой колонии. Ведь в Хайфе есть что посмотреть не только любителям граффити. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.